В массовой культуре его превратили в мем. Над его безрассудством смеются. В мире дикой природы у него много имен. Лысый барсук, Ротель. Но чаще всего его называют просто «бесстрашный». Его кожа толще, чем у буйвола. Его иммунитет способен нейтрализовать яд, убивающий слона, а челюсти с легкостью дробят панцирь черепахи. Мы привыкли думать, что знаем о медоеде все. Но что, если за образом одного бесстрашного зверя скрываются 12 совершенно разных медоедов? Что, если эволюция создала 12 подвидов, каждый из которых пошел собственным путем эволюции? От карликовых призраков аравийских пустынь до полностью черных фантомов бассейна Конго, от гигантов, выживающих в ледяных степях Азии, до скрытных обитателей предгорий Гималаев. 12 подвидов, разбросанных по 3 континентам. Нам предстоит пройти их путь, заглянуть в самые глухие норы планеты и разгадать главную тайну медоеда. Мы проанализировали все 12 изолированных популяций этого вида и распределили их по уровню адаптации и способности выживать там, где большинство животных обречено. От выносливых обитателей азиатских пустынь до истинных повелителей тьмы, скрывающихся в самых труднодоступных уголках Африки. К концу этого путешествия останется только один вопрос. Какой из 12 медоедов оказался самым совершенным творением эволюции? На 12-м месте находится подвид, который научился побеждать солнце и маскироваться там, где спрятаться невозможно. Пятнистый медоед, обитатель полупустынных регионов Ближнего Востока. Его главное отличие от сородичей заключается в уникальном маскировочном окрасе. Его белая мантия на спине не монотонна, она испещрена темными размытыми пятнами, напоминающими следы ожогов или лишайника на камнях. Этот подвид невелик. Взрослые самцы весят в среднем около 9 килограммов, а длина их тела редко превышает 70 сантиметров. Его физиологический механизм – это экономия ресурсов. В условиях, где вода отсутствует месяцами, Mellivora capensis signata большую часть необходимой влаги получает из тел своих жертв. Его охота – это безмолвное выслеживание. Благодаря пятнистой мантии он становится невидимым в лунном свете среди обломков скал. Он двигается низко, практически прижимаясь брюхом к раскаленному грунту. Его мощные лапы вооружены острыми когтями, работающими словно альпинистские кошки. Когда этот невидимый охотник настигает спящую в норе песчаную эфу, исход предрешен. Секундный бросок, и челюсти, способные дробить кости, смыкаются на голове змеи. В мире камней, песка и лунных теней он не самый крупный и не самый сильный. Это кошмар, приходящий из серой пыли и исчезающий в ней до рассвета. 11-е место занимает мастер подземной войны. Туркменский медоед обитает в суровых условиях Средней Азии, заселяя глинистые пустыни и предгорья Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Этот подвид адаптировался к экстремальным температурным качелям от 40-градусной жары до жестоких зимних морозов. Вес туркменского медоеда колеблется в пределах 10-11 килограммов. Передние лапы развиты значительно сильнее задних. Длина когтей на лапах достигает 5,5 сантиметров. Это не просто когти. Это настоящие долота, приводимые в движение мощной мускулатурой плечевого пояса. Его охотничий механизм напоминает работу горнопроходческого щита. Туркменский медоед не ищет добычу на поверхности, он вырезает ее из земли. За считанные минуты он способен прорубить ход в сухой каменистой глине, твердой словно камень. Он без колебаний уходит под землю вслед за добычей, блокируя выход собственным телом. Когда жертва пытается спастись, она упирается в живой капкан. Глаза медоеда защищены 3 веком, мигательной перепонкой, препятствующим попаданию Земли. Оказавшись в замкнутом пространстве подземного туннеля вместе с этим существом, у большинства подземных обитателей шансов практически не остается. Под землей исчезают скорость, маневренность и возможность бегства. Там остается только один закон – закон того, кто умеет копать быстрее всех. И в этом мире туркменскому медоеду нет равных. 10-е место.
Аравийский медоед, обитающий на юге Аравийского полуострова, самый мелкий представитель своего рода. Вес взрослых особей редко превышает 6,5 килограммов. Но эволюция уменьшила его тело не ради слабости, а ради создания компактного и невероятно выносливого хищника. В условиях тотального дефицита пищи на раскаленных скалах Аравии крупное тело – это обуза. Мелливора капенсис пумилио превратился в стремительного поджарого убийцу. Его небольшое тело требует постоянного движения и непрерывного поиска пищи. Белая полоса на его спине заметна уже, чем у многих других подвидов, из-за чего зверь кажется почти полностью черным. Его физиология – это триумф выносливости. Аравийский медоед способен преодолевать большие расстояния в поисках пищи, практически не останавливаясь. Это непрерывный поисковый механизм. Его добыча – скорпионы, сальпуги и пустынные ящерицы. Его удивительная устойчивость к боли давно стала предметом исследований и наблюдений. Когда скорпион жалит в морду, медоед даже не замедляет шаг. Он просто пережевывает членистоногое вместе с ядовитой железой. Это карликовый кошмар, который никогда не останавливается, подгоняемый вечным, неутолимым голодом пустыни. 9 место занимает персидский подвид, обитатель юго-западного Ирана и Ирака. Мелливора капенсис вилсони сталкивается с хищниками совершенно иного порядка. Здесь его соседями являются крупные волки, леопарды и полосатые гиены. Чтобы выжить в этой высшей лиге насилия, персидский медоед сделал ставку на сокрушительную мощь челюстного аппарата. Этот подвид крупнее предыдущих. Вес самцов достигает 12 килограммов. Его череп шире, а костный вырост на верхней части черепа, к которому крепятся жевательные мышцы, относится к числу наиболее развитых среди известных подвидов. Мощные жевательные мышцы позволяют ему раскалывать добычу, недоступную многим другим хищникам его размера. Он приспособлен к поеданию того, что другие хищники оставляют нетронутым. Среди его добычи встречаются даже сухопутные черепахи, чей панцирь становится серьезным препятствием для большинства хищников. Медоед просто раскалывает этот костяной щит своими коренными зубами, как грецкий орех. Его зубы приспособлены к регулярному контакту с чрезвычайно твердой пищей. Это бронебойный механизм, способный превратить кости жертвы в труху за считанные секунды. Для него не существует защиты. Любая броня в его ареале – это просто временная преграда перед обедом. На 8 месте – существо, сломавшее стереотип о медоеде, как о жителе исключительно жарких стран. Непальский медоед обитает в предгорьях Гималаев, поднимаясь на высоту до 3000 метров над уровнем моря. Это зона ледников, скальных осыпей и вечной мерзлоты. Мелливора капенсис инаурита обзавелся заметно более длинным и густым мехом, чем его африканские родственники. Плотный подшерсток помогает сохранять тепло даже в условиях снега и пронизывающего горного ветра. Его широкие лапы обеспечивают лучшее сцепление со снегом и обледеневшими камнями. Его охотничий механизм адаптирован к горной фауне. Непальский медоед – это безжалостный разрушитель зимних убежищ. Он выслеживает грызунов, залегших в спячку, под слоем замерзшего грунта и камней. Используя свои когти как ломы, непальский медоед способен сдвигать и переворачивать камни, значительно превосходящие его по весу. Его легкие имеют увеличенный объем, что позволяет крови эффективно насыщаться кислородом в условиях разреженного горного воздуха. Это прирожденный альпинист, чей темный силуэт на ослепительно-белом снегу становится последним предупреждением для обитателей горных склонов. На высоте 3000 метров, среди льда, ветра и камня, он остается тем же медоедом, только еще более выносливым, еще более терпеливым и еще более опасным. 7 место. Мелливора капенсис максвелли, или кенийский медоед. Это зона абсолютной войны. Кения и прилегающие районы Восточной Африки – территория с самой высокой концентрацией крупных хищников на планете.
Если непальский медоед покорил горы, то кенийский медоед выбрал куда более опасную арену. Мир, где каждый день приходится делить территорию с сильнейшими хищниками Африки. Здесь выживание требует запредельного уровня агрессии. Кенийский подвид – это живой сгусток чистой концентрированной ярости. Его вес составляет 13 килограммов. Внешне он отличается более темной сероватой мантией, которая делает его менее заметным в сухой траве саванны. Но главное его оружие – это биохимический коктейль, бурлящий в его крови. Его поведение отличается необычайной смелостью, даже по меркам других медоедов. Когда на него нападает прайд львов или стая гиен, он не защищается, он контратакует. Его цель – пах и морда нападающего. Медоед использует свои 5-сантиметровые когти для нанесения глубоких рваных ран. В дополнение к этому, у основания хвоста медоеда расположены анальные железы, способные выпрыскивать едкий, удушливый секрет. Запах настолько резок и неприятен, что многие хищники предпочитают прекратить контакт. Это не просто животное, это химический и физический кошмар саванны, гладиатор, который заставляет львов обходить его стороной. В мире, где большинство животных старается избежать конфликта с крупными хищниками, кенийский медоед выбрал другой путь. Путь, на котором страх перестает быть фактором выживания. 6-ю строчку занимает Мелливора капенсис леуканота. Ученые называют его гвинейским медоедом по месту его открытия, но в мире он больше известен как белоспинный медоед за свою безупречную, сияющую на солнце белую мантию. Обитает в Западной Африке. Этот регион характеризуется высокой влажностью и обилием гниющих органических остатков. Медоед леуканота занял уникальную нишу охотника и падальщика, способного использовать пищевые ресурсы, недоступные большинству животных. Его белая спина настолько яркая, что кажется искусственной, контрастируя с абсолютно черным брюхом и лапами. Его контрастная окраска служит предупреждением для потенциальных противников. Вес гвинейского мясника доходит до 14 килограммов. Его иммунная система – это биологическое чудо. Он питается падалью. На таких стадиях разложения, которые могли бы стать смертельно опасными для многих других животных. Физиологический механизм леуканота базируется на сверхкислой среде желудка. Его пищеварительная система позволяет эффективно перерабатывать чрезвычайно грубую и потенциально опасную пищу. Охотясь в мангровых зарослях, он собирает все, от новорожденных крокодилов до гигантских африканских улиток, которые могут быть переносчиками различных паразитов. Его когти работают как хирургические инструменты, вскрывая самые плотные ткани. Для обитателей западноафриканских лесов он не просто хищник, это невидимый санитар леса, чей желудок работает там, где капитулируют бактерии, паразиты и время. Пока другие обходят смерть стороной, белоспинный медоед делает ее своим обедом. 5 лидеров открывает индийский медоед. Подвид индика населяет огромные территории Индии и Пакистана. Здесь привычный мир медоеда меняется. Его окружают густые заросли, переплетенные лианами, где жизнь кипит не только на земле, но и высоко над ней. Вес взрослых самцов достигает 12-14 килограммов. Несмотря на массивное телосложение, этот подвид отличается удивительной ловкостью. Мощные лапы и гибкое тело позволяют ему уверенно карабкаться по стволам деревьев, преодолевая высоту, недоступную многим другим наземным хищникам. Там, где другие медоеды охотятся только на поверхности, индийский подвид использует сразу 2 мира. Он исследует норы, раскапывает убежища рептилий, разоряет гнезда птиц и обследует древесные полости в поисках добычи. Его рацион необычайно разнообразен. Змеи, ящерицы, грызуны, птенцы, яйца, насекомые и мед – все это становится частью его меню. Под покровом ночи индийский медоед способен бесшумно подниматься по стволам, превращая кроны деревьев в продолжение своих охотничьих угодий. Там, где заканчиваются следы большинства зверей, для него охота только начинается.
4-е место занимает озерно-чадский медоед Меливора капенсис кончиса. Он обитает в заболоченных районах Центральной и Западной Африки, где суша и вода постоянно ведут борьбу друг с другом. Здесь нет твердой почвы, на которую можно положиться. Каждый шаг превращается в испытание силы. Вес крупных самцов достигает 16 килограммов. Его тело короче, шире и тяжелее, чем у большинства других подвидов. Это не спринтер и не скалолаз. Это живой таран, созданный для продвижения через грязь и вязкие прибрежные топи. Годы жизни среди болот сформировали особый тип охотника. Там, где другие хищники избегают воды, озерно-чадский медоед чувствует себя уверенно. Его добыча скрывается в самых труднодоступных местах. Мощными лапами он разрывает мокрый грунт, вскрывая убежище животных, которые считают себя недосягаемыми. Но главная особенность – невероятная физическая выносливость. Погружаясь по грудь в грязь и воду, он продолжает двигаться вперед там, где большинство наземных животных быстро теряет силы. В мире болот скорость теряет значение. Здесь побеждает тот, кто способен продолжать движение дольше остальных. Именно поэтому озерно-чадский медоед стал настоящим властелином трясин. Тяжелый, неудержимый и упрямый, как сама природа этих мест. Это болотный титан, превращающий любую преграду в часть своего пути. Тройку лидеров открывает один из самых загадочных подвидов медоеда – Меливора капенсис абиссиника. Эфиопский медоед обитает в высокогорных районах Эфиопии и Восточной Африки, среди скал и ущелий. Здесь разреженный воздух, резкие перепады температур и ограниченное количество добычи делают выживание испытанием даже для опытных хищников. Но именно в таких условиях он достиг своего совершенства. Вес крупных самцов превышает 15 килограммов. Это мощный, мускулистый зверь с массивным черепом и исключительно сильными челюстями. Его тело создано не для долгих погонь, а для коротких и сокрушительных атак. Высокогорья сформировали особый тип охотника. Значительную часть рациона этого подвида составляет добыча животного происхождения. Грызуны, зайцеобразные, молодые копытные и рептилии регулярно становятся объектами его охоты. Эфиопский медоед умеет использовать рельеф как оружие. Он способен часами скрываться среди камней, оставаясь практически невидимым на фоне горного ландшафта. Терпение становится его главным союзником. В суровом мире высокогорий слабость не прощается. Здесь нет густой растительности, где можно спрятаться, и нет бескрайних равнин для бегства. Есть только камень, ветер и охотник, который научился использовать их в своих интересах. Это властелин высот, медоед, превративший самые негостеприимные уголки Восточной Африки в свою личную охотничью территорию. На втором месте капский медоед Меливора капенсис капенсис. Именно этот подвид стал живым воплощением легенды о бесстрашии. Обитая в Южной Африке и Намибии, он сформировал репутацию медоеда как одного из самых неуступчивых животных на планете. Крупные самцы способны достигать 18 килограммов веса. Массивное тело, мощные лапы, толстая кожа и невероятная выносливость делают его одним из самых грозных представителей всего вида. Но настоящая сила капского медоеда скрыта не в мышцах. Его организм демонстрирует поразительную устойчивость к воздействию многих змеиных токсинов. Кобры, мамбы и другие ядовитые змеи регулярно становятся частью его рациона. Даже получив укус, медоед способен продолжать борьбу там, где большинство животных погибло бы или оказалось полностью выведено из строя. Иногда после воздействия сильного яда он может на время потерять активность и выглядеть обессиленным. Но спустя некоторое время этот удивительный хищник вновь поднимается на лапы и продолжает путь, словно ничего не произошло. Именно эта способность породила бесчисленные истории и легенды по всей Африке. Для местных жителей медоед давно перестал быть обычным зверем. Он стал символом упрямства, стойкости и почти сверхъестественной живучести. Это существо, которое снова и снова возвращается после испытаний, способных убить большинство других животных.
Капский медоед не самый быстрый и не самый крупный хищник Африки. Но именно он доказал, что иногда выживает не сильнейший, а тот, кто просто отказывается сдаваться. На вершине рейтинга находится один из самых загадочных подвидов медоеда – черный медоед Конго Мелливора капенсис катони. Он обитает в труднодоступных тропических лесах бассейна Конго, одном из самых сложных и малоизученных природных регионов Африки. Среди бесконечных зарослей, болот, лиан и гигантских деревьев этот хищник прожил тысячи лет практически скрытым от человеческих глаз. Главная особенность Котони заметна сразу. В отличие от большинства своих родственников, он почти полностью лишен знаменитой светлой мантии на спине. Его темная окраска сливается с тенями влажного тропического леса, превращая в едва различимый силуэт. Вес крупных медоедов достигает 16 килограммов. Это мощный и необычайно выносливый хищник, способный одинаково уверенно передвигаться через густые заросли, заболоченные участки и завалы упавших деревьев. Местные жители издавна относятся к нему с уважением и осторожностью. В густом лесу редко удается увидеть самого зверя. Чаще слышны лишь звуки его работы, треск древесины, раскопанная земля и следы внезапно оборвавшейся охоты. Среди всех подвидов медоеда именно черный медоед лучше остальных приспособился к миру, где господствуют тени, влажность и постоянная неизвестность. Если капский медоед стал символом бесстрашия, то черный медоед Конго стал воплощением другого качества. Он научился быть невидимым. И именно поэтому первое место занимает не самый громкий, не самый крупный и даже не самый агрессивный медоед, а тот, которого увидеть труднее всего. Напишите в комментариях, какой из 12 подвидов удивил вас больше всего и кого бы вы поставили на первое место. 12 подвидов. 12 разных путей эволюции. От раскаленных пустынь Аравии до темных лесов Конго, от ледяных склонов Гималаев до болот Центральной Африки. Каждый из них приспособился к своему миру по-своему, но всех их объединяет одно качество – бесстрашие. Медоед не самый быстрый, не самый крупный и не самый сильный хищник планеты. Но именно он доказал, что выживание зависит не только от размеров и оружия, а от способности никогда не отступать. И пока в самых диких уголках Земли продолжается борьба за жизнь, медоед остается живым символом упорства, ярости и невероятной силы природы. Если вам понравилось это путешествие по миру 12 медоедов, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. До встречи в следующем фильме.